Фильм на сегодняшний обзор снял человек, которого звать Летящий Лотос. А выглядит он вот так. И нет, фильм для обзора не про сутенеров и даже не про кунг-фу, а про девушку, которая в составе космической экспедиции отправилась искать пригодную для жизни планету. Но, как это обычно в таких фильмах бывает, что-то пошло не так, и очнулась она на разгромленной станции. А чтобы узнать, что именно пошло не так, для этого нужно смотреть фильм. В общем, классика космохорроров. Хотя технически в космосе тут кадров маловато, ибо действие происходит на планете. Мистер Флайинг Лотус вообще-то не пальцем деланный, как могло показаться с первого взгляда. Он уже снимал документалки про хип-хоп. Почему я не удивлен? И даже помогал Netflix с мультфильмами, ни за что не догадаетесь про кого. Дам подсказку, там персонажа звать Ясуке. Да, тот самый Ясуке, который был личной цирковой обезьянкой Ода Нобунаги. И в первой же битве лузнул с позором. Ой, простите великодушно, ошибся. Конечно же, я говорил про единственного и великолепного, величественного и великого чернокожего самурая, таланты которого признал сам император Японии и лично наделил того чином самурая. Врешь-то все. Главные роли в фильме сыграли Аарон Пол, это который Джейси Пинкман, и Эйса Гонсалес, которая далеко не хайтер-актер, и будто бы поэтому на постере ее специально сделали похожей на Дженнифер Лопес, чтобы хоть таким не совсем честным образом привлечь внимание к фильму. И что ж, не буду лукавить, у Flying Lotus это получилось. Если вы со мной согласны, то переходите на онлайн-кинотеатр Flex и можете посмотреть этот фильм сами, а потом сравнить свои выводы с моими. Хотя я, конечно же, советовал бы хотя бы краем глаза ориентироваться на внутренний рейтинг сайта и выбирать фильмы, которые аудитория кинотеатра сочла интересными. Например, «Белоснежка» — шутка. Например, я бы мог посоветовать новенький хоррор «Дожить до рассвета» и неплохой боевичок «Ущелье». Для любителей аниме тут тоже контента завались. Недавно пересматривал «Принцессу Мононоке», кайфанул нереально. Онлайн-кинотеатр Flex — это доступ к огромному каталогу фильмов, даже к тем, которые официально не дублируют для русскоговорящих. Библиотека контента реально огромная и разнообразная, найдется все, что душе угодно. По одной подписке можно подключать до 5 устройств. А что самое главное и удобное, фильм или сериал можно заранее скачать, чтобы посмотреть его, например, в поездке, когда со стабильным интернетом могут быть проблемы. Как здесь удержаться и не оформить подписку? Особенно зная информацию, что по промокоду FLEXIM вы получаете скидку в 50% на любой тариф, вплоть до годового. Поэтому приятного просмотра контента на сайте, а мы возвращаемся к обзору на фильм «Пепел». Кто здесь? Что происходит? Не считая титров, 17 секунд хоррор-фильму понадобилось, чтобы начать срать скримерами. Сейчас поймете, о чем я, но зайти стоит чуть-чуть издалека. Есть в видеоиграх термин «Start to Crate». Переводится как «от начала игры до ящика». Этот термин говорит о том, что когда в игре ты встречаешь на игровой локации первый деревянный ящик, и он означает именно тот момент, когда в процессе создания геймдизайнерам надоело работать. По-моему, для хоррор-фильмов идеально подойдет схожее правило, только насчет скримеров. Шел 2025 год от Рождества Христова, скримеры ради скримеров всем надоели лет уже 20 назад. Но, видать, здесь было просто непреодолимое желание с первых секунд показать, что мы крутые и страшные, почти как сквозь горизонт. Короче, валяется девушка в своей каюте, удивленно рассматривает руки, будто засыпала она как минимум без одной из них. А робоголос говорит: обнаружена аномальная активность. по всей каюте мигают вот такие фиговины по 30 баксов за штуку. А бортовой компик говорит, что надо перезагружать все, что перезагружается, чтобы питание появилось. Перезагрузите для активации резервного питания. Почему при отсутствующем питании работают кнопки на электрических дверях? Или если все-таки питание есть, а оно есть, у вас вон лампочки вовсю мигают, то зачем включать аварийное? Но попозже нам обязательно объяснят этот тонкий сюжетный момент. Честно-честно. Это человек пиздит. Так вот, главная героиня продолжает исследовать пустынные и холодные коридоры сооружения, в котором она оказалась, иногда показывая всякие намалеванные на стенах кровяные следы. Но не переживайте, фильм в этом моменте заботится о зрителе и руководствуется правилом «меньше видишь, крепче спишь». Короче говоря, пока не включат электричество, нихуя не видно. Вот так она и натыкается на первого своего друга. Но он дружить больше не хочет, потому что что-то приуныл и помер со столовым тесаком в пузе.
Вооружившись этим ножиком, главная героиня становится посмелее, и следующего приунывшего даже пытается привести в чувство, потыкав в него ботинком. Эй, Нормально, говорю, все. Он тоже не помощник, да и хуй с ним. В этой же комнате кнопка, которая запускает резервное питание. А раз дали свет, то можно вообще с людьми не общаться. Сидеть свой космический ютубчик пялить и ждать помощи. Но нет, главной героине это не по душе. Она хочет траву потрогать и выходит на улицу. Травы там нет, но песок другой планеты вполне себе сойдет. где я? Судя по тому, как выглядит атмосфера, то, скорее всего, где-то под Челябинском. И что-то ей на свежем воздухе поплохело. Видать, перед вашей халупой не просто так лежал труп в скафандре. Надышавшись бякой внеземной, остается только ловить приходы, которые части ее потерянных воспоминаний, но приправленные скримерами, которые я показывать не буду. Во-первых, потому что они не страшные, а во-вторых, потому что их все равно пришлось бы цензурить. Так вот, воспоминания, обожаю, блять, флешбеки. А когда они такие, как в этом фильме, то вообще вкуснятина. В том смысле, что как бы у них разговор меж собой о вещах, которые они знают. Поэтому слова о том, что у них важная миссия, Нам надо сфокусироваться на миссии. что они какие-то лозунги придумывают, Как насчет «Мы будем процветать»? какую-то очередь соблюдают. Она, скорее всего, выйдет первой. Короче говоря, реакция что у зрителя, что у главной героини, которой память отшибла, только одна. Не понимаю! Оттого смешнее это все, что никакой тайны-то и нет. По сути, они просто летят на потенциально пригодную для обитания планету. Конкретно в этом флешбеке еще не успели прилететь, но уже отмечают. Главное не запороть в этот раз. В этот раз? То есть либо вы, либо кто-то уже как минимум разок все зафакапили, потом объяснят, что не конкретно они, но да, это уже 7-я миссия по поиску похожей на Землю планеты. Флэшбэк окончен, а значит самое время задаться вопросом. Кто я? И вот пока она размышляет о том, Кто я? компьютер сообщает, что снаружи замечено движение. Замечено движение в первой зоне. И обладатель этого движения культурно стучит в дверцу. А что нужно делать, если ты вдруг оказался на неизвестной тебе планете, на которой вокруг тебя разбросаны трупы коллег, и ты услышал стук? Разумеется, открыть дверь и впустить одетого в скафандр Аарона Пола. Это я, Брайан. На первое время он-то и будет основным источником информации. Он сидел на орбите, что-то типа связиста. Поэтому его не было с ними, когда главная героиня послала сигнал СОС, говоря, что экипаж начал сходить с ума. Так вот, он собрался и поспешил на помощь. Вместе они не досчитываются одного из членов отряда. Все подозрения в бесчинствах ложатся на пропавшего. А они напяливают скафандр на главную героиню и отправляются ее искать. Не находят. А скафандр вызывает супер двоякие чувства. С одной стороны, дизайн, мое почтение, выглядит прикольно и необычно, а с другой стороны, ну, что это? Что это, блядь, за иллюминатор в грудную клетку? Отличная графика. Да. Брайан начинает наседать, что нужно поскорее убираться с планеты. Тогда какой у нас план? Нужно убраться с этой планеты и как можно скорее. Странно, конечно, что у такой миссии нет какого-то четкого регламента по ЧП. Ну то есть обычно в таких фильмах, даже когда уже всем понятно, что планета недружелюбная, ребята просто не могут взять и все бросить, за это будет потом спрос. Здесь же, что виновата планета, или ее живность, или ее атмосфера, пока что было 0 пруфов, а Аарон Пол уже собрался сбегать. Но, а напротив, она думает, что разумнее выяснить, что тут за дела. Заодно у них на базе, само собой, образовалась пробоина, которую они чинят. Но потеряли кислорода много, так что времени на объяснение обстоятельств произошедшего остается мало. Ну, хоть додумались записи с дрона поглядеть. Да, у них есть записи. Ничего личного, я из ФБР, мы всех прослушиваем. Запись показывает, что они гуляют по планете, проверяют некие сооружения для терраформирования планеты. Как я понял, постройки эти созданы не людьми. По крайней мере, я исхожу из того, что если бы это была технология человеческая, их капитан, скорее всего, догадался бы не кидать туда камни, чтобы проверить глубину. Ребята, кажется, я вижу... А потом и вовсе все заискрилось и зашипело. Типа это что-то плохое. А еще об этом плохом, оказывается, знал Брайан, но не сказал. Ты объяснишь, да? Он пытается объясниться, но у него не получается, по крайней мере, пока что.
Но тут я даже не знаю, винить ли в этом сценарий. Ну то есть весь фильм, он специально построен так, что сначала образовывается вопрос, потом на него дается ответ, который в свою очередь подводит нас к новому вопросу и так далее. Понимаю, что это звучит очень круто, но реализация... Короче, смотрите, если условно пронумеровать все сцены фильма на номера от 1 до 3, где первый — это введение, второй — это непонятная фигня, а третий — ответ на эту непонятную фигню, то в фильме выглядит это все так, будто на монтаже сцену номер 3 и номер 2 поменяли местами для загадочности. То есть, если их поменять обратно, то вопросов, какого хрена здесь творится, будет намного меньше. Но и нужная реакция, нихуя непонятно, но очень интересно, не произойдет. В общем, походив тудым-сюдым, она признается, что часть того, что показывали в скримерах, например, как умерщвлялся экипаж, это ее воспоминания. Хотя на ее месте я очень бы напрягся, если бы мертвый мужик подсматривал, как я сплю. А в остальном, да, интриги не получилось. То, что это она учудила, было понятно, даже если вы небольшой знаток хорроров. Я убила их. Я не знаю, зачем. Зачем он это сделал? Не знаю, сэр. Но чуть позже фильм все-таки, в кавычках, удивит. Теперь ей очень интересно, зачем она это сделала. Так что она твердо намерена это выяснить. Брайан, я должна узнать. Я не уйду. Пинкман отвечает, что больше ей не доверяет. Вернее, доверяет ей, но не ей. Потому что та она, кого он знает, никогда бы не стала убивать людей. Я не знаю, кем ты станешь, перестав использовать эти штуки. Эти штуки — это медицинский лейкопластырь, который чисто ульта доктора Айболита. Никто не знает, от чего и для чего они лечат. Также никто не знает, чем она приболела и приболела ли вовсе. Но помогают они как бутыль хорошего пиваса после попойки, то есть безотказно. А если бутылок пиваса 2, то еще лучше. Пинкман думает так же. Поменяла накладку? Да. Ты сказала, они хуже действуют. Вот так. И тут у нее проясняется голова. Оказывается, это не она всех умерщвляла за просто так. А это все они хотели ее прибить, а она просто отбивалась. Экшон от первого лица, кстати, каловый. Она на радостях бежит рассказывать Брайану, что она не такая плохая, как он и она о ней думали. Прибегает в комнату, а там армяне в нарды играют. Брайан, это была не только Кларк. Заражены все. Салам алейкум. А вот и та, кого не досчитались. Еще и в скафандре, который к тому же экзоскелет. Но нашей бабенке все это не интересно. Она, конечно, для виду сделалась слабенькой, которая боится и убегает. Но по итогу побеждает. Сейчас буду как Задорнов. Воздуха набрали? Готовы? Точно готовы? Она побеждает, подключив в разъем скафандра шланг от душа и утопив ее в ее же шлеме. Почему у шланга для душа резьба, или как она там называется, подходит к экзоскелету, как вы понимаете, вопрос, на который ответ вам никто не даст. Не бери в голову. Да, хуй с ним. Аарон Пол на помощь не прибегал, потому что его бездарнейшим образом за кадром слили. Мне так по кайфу этот актер, что даже обидно смотреть на его очередные великолепные роли. Ну ничего, я почти 10 лет ждал, пока Алан Ричсон получит по заслугам и станет узнаваемым не только среди любителей сериала Blue Mountain State. Вон из моего дома! Исчезни! Так что и тут, я уверен, рано или поздно дождусь хорошей роли для него. Короче, имея тело врага на руках, проводит она сканирование. Никаких вирусов не обнаружено, главная героиня с этого расстраивается. Сука! Ну, делать нечего, приходится пытаться улететь одной. Пытаться, потому что не получится, конечно же. Ведь корабль повредили лазерным резаком. Ну, не совсем лазерным, потому что, по сути, это сварочный аппарат. Но по классике на отсылке, в данном случае на Dead Space, респект. Возвращается она и решает проверить тело Брайана. А робот ей говорит, что он помер 50 часов назад. Что самую малость не сходится по времени, когда она последний раз его видела. Но не стоит сильно переживать по этому поводу. Пока она совершала все эти манипуляции, Брайан ожил. Да-да, вот такие дела. Что ты такое? Сама спросила, сама и дала ответ. Он есть инфекция. Ты инфекция. Фигурально или буквально непонятно. Скорее всего, 2 в 1. И вот теперь, наконец-то, она вспомнила вообще все. Дело было так.
Они прилетели, накосячили с трубой, в которую камни кидали, и началось. Слизи и всякие органические растения начали заселять все, что заселяется. Под панелями, межотсеками и прочее-прочее. Даже Брайан с космоса периодически прилетает, чтобы на все это посмотреть. Экипаж реагирует по-разному. Вспомнили, что у них тут есть протоколы, которым они следуют. Но как они это делают, не покажут. В первую очередь, они, видимо, так глубоко не раздумывали. А во-вторых, фильм ненадолго превращается в живое. И Бяка из пробирки, в которую тыкали палкой, решила обороняться и нападает на капитана. А затем и капитан показывает всем, что не просто так азиата на роль взяли. Руками-ногами машет как надо. С ним справляются по-крысиному, забили толпой. Но черная фиговина из него выпрыгивает в следующего и так далее. Так они потеряли почти всех, только та женщина в скафандре избежала. И теперь главная героиня, оставшись последней зараженной, хреновина, конечно, в нее залезла. Идет к аптечке и находит там цианистый калий. У всех же в аптечке лежит цианид. Абсолютно нормальная тема. И она, чтобы убить фиговину, которая внутри нее засела, жрет этот цианид. Но он просроченный, наверное. Потому что ни она, ни паразит внутри нее не помирает. И даже наоборот, он начинает разговаривать у нее в голове. Все очень просто и логично. Он прямым текстом говорит: «Людишки, вы там ничего не перепутали? Мы тут, значит, тратим ресурсы и время, чтобы попозже прилететь сюда жить. А вы, сквотеры вонючие, никого не спросив, заселились сюда и хозяйничаете. Пшли вон с планеты». Но ее за красивое личико они так и быть примут в свои отряды. А это вообще-то великая честь. В общем, то ли Сарой Керриган из Старкрафта, то ли обелисками из Dead Space просто несет. Вот так она им отвечает на предложение присоединиться. Нахер ваше существование. Открывает медящик, который ее уже обследовал под присмотром Брайана. Так что теперь неудивительно, что результат выдается другой. Паразит обнаружен. Она его приказывает извлекать. Это все сопровождается очень странным психоделичным монтажом. А как только процесс извлечения подошел к концу, труп персонажа Аарона Пола восстает. Показывает, что режиссер тоже смотрел нечто, а закрепляют это все так же, как и там, спалив жуткое чучело, а заодно и всю базу из огнемета. И она, единственная выжившая, все-таки улетает, вспоминая своих друзей и свой экипаж. Еще не зная, что там тоже все заражено. Что это за хрень? Как давно оно здесь? Судя по всему, Flying Lotus был уверен в успехе фильма и заложил в него вот такой толстенный намек на вторую часть. Но все сложилось как-то не так, как он себе представлял. Я знаю, по увиденному не скажешь, но до середины фильма мне, даже несмотря на рейтинг, он казался как минимум прикольным за свой визуальный стиль, за приятных актеров, за хороший саунд-дизайн. И то, что персонажи не были прописаны прям как полноценные персонажи, а являлись скорее функцией для развития сюжета, мне было все равно. Ровно до того момента, когда они начинают пытаться их раскрывать. В середине фильма опомнились, пытаются дать мотивации и также на максимум пытаются выкрутить значимость сюжетных деталей, например. Речь о выживании вида. Это стандартное объяснение для кучи фильмов, к нему самому как таковому нет никаких претензий. Просто в контексте кино выходит, что человечеству вот-вот хана. Вы 7-я экспедиция, а предыдущие 6 они летели на такие же планеты, которые кто-то под себя терраформировал. И даже не важно, да или нет. Выходит, у них там человечество помирает. Но вместо военных ребятишек посылает гражданских, которые вообще ни черта не понимают, что происходит. Которые действуют в стиле: ну, раз уж мы ёба народ прилетели, то ну давайте посмотрим, палками потыкаем, поглядим, чё кого здесь. Приоритетом должно быть выполнение нашей миссии. Ну вот, в отличие от предыдущих, вы долетели, немного посмотрели, дальше-то что? В чем состоит выполнение вашей миссии? Пригодна ли для жизни планета? Ну, на данный момент, пока экипаж не знал всего, то скорее да, чем нет. По крайней мере, до того момента, пока не появятся те, кто ее под себя терраформировал. И вот эта сумбурность, которая граничит с глупостью в фильме постоянно. Сначала начинают паниковать, только потом объясняют, почему эта паника случилась и так далее. Ответа на то, а куда эта бурная растительность под панелями вашего сооружения делась? Почему черная прыгающая фиговина, раз уж это охранная система, всего в одном экземпляре? Ну а речь про то, что они принимают человека в свои ряды, что бы это ни значило, выглядит не иначе, чем гнилой байт от Лотуса.
Типа, не, ну этот фильмец не очень, да, я понимаю. Но вот во второй части я точно разгуляюсь, все расскажу так, вы офигеете. Но в такие байки, по крайней мере, зритель не поверил. Оно и неудивительно, Flying Lotus это все-таки не знак слайдер. А вот саунд-дизайн в фильме, на удивление, мне понравился. Да, он необычный, но этим и цепляет. Наверное, не зря мистер Flying Lotus, помимо того, что режиссер, еще и музыкальный продюсер и исполнитель. В каком жанре, вы и сами догадаетесь. Спасибо всем за просмотр. Вступайте в телеграм-группу, там бывает весело. И, конечно же, отдельно благодарю вот этих ребят, которые поддерживают меня на Бусти. Спасибо вам. До скорого.